Отчаявшаяся кошка-мать умоляла собаку о помощи. То, что произошло дальше, потрясло весь мир. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра! Проселочная дорога, извивающаяся вдоль старого елового леса, тянулась на километры без единого признака жизни. Только ветер колыхал верхушки деревьев, да где-то вдалеке едва слышно гудел мотор. По обочинам доросшая по колено трава прятала в себе ржавые банки и обрывки старого мусора. Там, среди лопухов и колючего репейника, наполовину скрытая от глаз, стояла покосившаяся клетка. Казалось, ее забыли здесь много лет назад, но внутри еще теплилась жизнь. На грязном, влажном куске тряпки лежала рыжая кошка по имени Мара. Когда-то она, должно быть, была красивой, с густой, сияющей шерстью и живыми зелеными глазами. Теперь же мех ее потускнел и свалялся, кожа натянулась на худые бока, а в глазах не осталось прежнего блеска. Рядом с ней, прижавшись к животу, жались 3 крошечных котят, новорожденные, еще слепые, с влажной шерсткой, дрожащие от холода и голода. Они тихо попискивали, будто жаловались миру, а Мара едва держалась на лапах, но не отходила от них ни на мгновение. Она подняла голову, вытянула морду между проржавевших прутьев и замерла, глядя в пустую дорогу. Ее глаза блестели не только от слабости, в них жила мольба. Она ждала, что кто-то появится, но дорога оставалась пуста. Мара опустила голову, прижала лапы к земле, будто молясь о помощи, которую некому было дать. И вдруг в кустах послышался легкий шорох. Из листвы вышел белый пес, ухоженный, чистый, с блестящей шерстью, словно приблудился сюда из другого, лучшего мира. Его глаза, теплые и внимательные, сверкнули янтарем. Он настороженно замер, хвост едва заметно подрагивал. Пес мог бы сразу уйти, но жалобный писк котят заставил его остановиться. Осторожно, почти неслышно, он подошел ближе. Мара подняла голову, их взгляды встретились. Уставшая кошка, прикованная к железу, и свободное животное, пришедшее из леса. Мгновение они смотрели друг на друга, и в этом взгляде было что-то общее — усталость, страх и странное, глубокое понимание. Но миг прервался, пес резко развернулся и исчез в траве. Через несколько минут на повороте показался старый грузовик. За рулем сидел мужчина лет 50 по имени Павел. Он ехал из соседнего села, вез дрова для соседей. Его лицо было утомленным, глаза красноватые от недосыпа, а щетина покрывала подбородок. Дом Павла стоял на краю деревни, пустой, гулкий. Жена умерла давно, дети уехали в город, и последние годы он жил один. Работа, скудный ужин, редкие разговоры с соседями и вечера в гнетущей тишине. И вдруг прямо перед машиной выскочил белый пес. Павел резко выжал тормоз, грузовик занесло, колеса взвизгнули. Сердце ухнуло вниз. Пес остановился посреди дороги и уставился прямо на него, потом быстро побежал вперед, снова обернулся и будто ждал. «Вот ведь чудной!» Пробормотал Павел, заглушил мотор и, вопреки раздражению, пошел следом. Любопытство пересилило усталость. Он пробирался через кусты, пока не увидел среди бурьяна клетку. Внутри лежала кошка с котятами. Павел замер, не веря глазам. Изможденная Мара подняла голову, ее зеленые глаза встретили его взгляд. Мужчину словно ударило током. Он подбежал ближе, заметил крошечных котят, прижавшихся к матери, и внутри все перевернулось. Злость поднялась мгновенно. На тех, кто мог оставить живых существ вот так, обреченных на холод и голод. Он бросился к машине, вытащил монтировку и стал бить по проржавевшим петлям. Металл звенел,
Руки соскальзывали, но он бил снова и снова, пока дверца с треском не распахнулась. Кошка не двинулась с места. Она осторожно потянулась к его руке, понюхала, а потом мягко подтолкнула к нему одного котенка, затем второго и третьего, словно предлагая их первыми. У Павла защипало в глазах. Суровый мужчина, давно не испытывавший ничего подобного, вдруг ощутил, как в груди разливается тепло. Он осторожно взял малышей, прижал к себе. Когда поднял взгляд, пса уже не было. Только трава колыхалась, будто он растворился в воздухе. В ветеринарной клинике котят укутали в полотенце, напоили из бутылочек и уложили в коробку. Мара лежала у ног Павла, доверчиво уткнувшись носом в его ботинок. Мужчина сидел молча, потом тихо произнес: «Дом у меня пустой, слишком тихо. Может, вы появились не зря. Вечером он привез их домой. Старый дом встретил запахом печи и сыростью. Павел постелил у огня одеяло, поставил миски с водой и кашей. Котята оживились, поползли по полу, смешно пища. Мара устроилась рядом, уже не настороженно, а спокойно. Ночью Павел впервые за многие годы не слышал мертвой тишины. Дом наполнился дыханием живых существ, шорохом лапок, легким посапыванием. Он лежал на кровати и вдруг поймал себя на том, что улыбается. Прошли дни. Павел подчинил забор, укрепил калитку, боялся, что малыши выбегут на улицу. Он давно не работал в ограде с таким удовольствием. Вечером сидел на крыльце, усталый, но довольный, с новым ощущением жизни. По утрам выходил с чашкой чая и смотрел, как котята играют во дворе, гоняясь друг за другом. Мара лежала неподалеку, зорко следя за ними. Вечерами они собирались у печи, кошка у ног, котята клубочками рядом. В доме снова стало тепло, не только от огня, но от присутствия жизни. Однажды на рассвете Павел вышел в огород. Среди мокрой от росы травы стоял белый пес. Он смотрел прямо на него, не двигаясь. Павел вернулся в дом и вынес лакомство и обточенную палку, с которой когда-то играла его собака. Пес подошел, попробовал, потом исчез. Но позже стал возвращаться. То на рассвете, то под вечер. Никогда не задерживался надолго, но каждый раз его появление приносило покой. Мара и котята остались с Павлом. Эта встреча подарила ему то, чего он давно был лишен — теплый дом и живое сердце рядом. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.